Добрый день, друзья! Сегодня наконец-таки займемся пересадкой Paphiopedilum maudi. Очень долго я тянула с его пересадкой, но пора, давно пора. Ссылки именно на мою группу ВКонтакт и на Яндекс.Дзен я оставляю в описании под видео. А теперь давайте разбирать, доставать вот этот башмачок Венерин и смотреть, почему же я тянула и почему сейчас его обязательно нужно пересадить. Ну, во-первых, видите, листики стали не очень яркими. Покупала я его в прошлом году на 8 марта, прошел год, а Венерины башмачки, ну, все, кто ими занимается, советуют пересаживать каждый год, потому что за год кора сильно разлагается, и ему нужна новая посадка. И еще самое, что примечательное, пока я его не разобрала, я вам показываю. За год грунт очень сильно в горшке осел. А у башмачков, у пафиков, как мы их называем, корни растут от начала. И вот видите, закукленные корни, они начинают рост, а грунт так далеко и сверху он сухой, что они не успевают дотянуться до грунта и закукливаются. Но появились, сейчас вот здесь буду показывать, вот здесь появились опять новые корешки. Вот маленькие, они у них коричневые. Только самые-самые кончики корешков растущие, они светленькие. И вот видите, как болтается он уже в горшке. Ему некомфортно, неудобно. Поэтому пересадка для него однозначно нужна. И я даже не уверена, что там есть растущие корни. Но сейчас мы посмотрим. Вчера я его поливала. Он-то влажный, но... Ну вот видите, здесь даже есть росточек. Росточек новый. Но ему настолько некомфортно, что и этот росточек не может расти. Сил не хватает. Давайте смотреть, что осталось от корней. Вот он молодой. Выпустил, вот молоденький, который я показывала, который болтается, выпустил всего один корень. Корень плотный, такой корень не убираем. А вот есть сухие корни. Да, от старых растений, конечно, всегда остаются сухие корни, и они нам не нужны в этом случае. И здесь, сейчас еще с одной стороны покажу вам, вот здесь тоже есть маленькие росточки. Вот он очень-очень хочет расти. А ни силы, ни возможности у него нет. Вот видите, растущих корней у пафика нет. Но те корни, которые плотные, мы обязательно оставляем. А те, которые сухие, вот такие гнилые, конечно, обрезаем. Находим, где у него начало этого корня, и тогда обрезаем. Так. И вот сухой корень. Но эти все корни идут от самой первой розетки. Вот от этой, которую я покупала. Вот это главная розетка. И выросло всего 2 маленьких отростка. Но очень хотят со всех сторон. 1, 2, еще хотят расти 3. Еще один старый корешок убираем. И вот корней осталось всего ничего. Теперь давайте обратим внимание, какой у него грунт. Посмотрим. Кора, кокосовые чипсы. Грунт у пафов должен быть очень влагоемкий. Кусочки керамзита есть. Вот они. Что-то похожее на перлит. Мелкая-мелкая кора. Ну и, пожалуй, все.
Но видите, кора, она настолько уже разложилась, что ему тоже становится некомфортно. То, что касается самого растения. Маленькие желтые листики. Вот такие маленькие сухие желтые листья надо убирать, потому что они мешают росту новых корней. Но там, где глубоко, убирать не буду, чтобы не повредить растение. Вот здесь появился маленький зеленый ростик, а сверху тоже есть кусочек от засохшего листика. Очень аккуратно, чтобы не повредить этот рост, нужно его снять. Даже можно обрезать, потому что это не такие листья, как у фаленопсисов, которые можно разорвать в две стороны, и они хорошо разрываются. Здесь листья травянистые, поэтому не всегда они так хорошо снимаются. Ну вот есть, которые снимаются неплохо. Вот такие у нас 3 розеточки и несколько растущих маленьких новых отросточков. Можно промыть корни, можно просто очистить от старого грунта. Эти корни не обязательно промывать. Оставляем все твердые, живые корни. Все гнилые отрезаем. Так, теперь что мы будем делать дальше? Так, пусть пока полежит. Я хочу для него составить свой грунт. Всегда знаете, что я люблю составлять грунты не только из, например, коры, как я делаю это для бульбовых орхидей. О бульбовых орхидеях есть целый плейлист. И вот ссылочки, которые я оставляю в правом верхнем углу экрана, это именно мои ссылки. Например, будет сейчас на плейлист с бульбовыми орхидеями. Вот такая кора у меня есть. Причем я выбрала самую мелкую фракцию. У меня есть циафлора. Здесь всего 2 столовых ложки с горкой циафлоры. Небольшое количество пеностекла я буду использовать в посадке. И буквально две столовых ложки керамзита. Керамзит нужен для воздухопроницаемости грунта. Все я это смешиваю. Грунт у меня на данный момент весь сухой. И мох у меня, ну, можно сказать, что живой. Но мне живой мох здесь в посадке не нужен. Поэтому я его режу на мелкие фракции. Прямо на мелкие-мелкие. Мне нужно, чтобы грунт получился даже еще более влагоемкий, чем у бульбовых орхидей. Так. Вот такой грунт. Я взяла горшок квадратный. Мне очень понравился в магазине. Горшочек я взяла двойной. Горшок двойной, и написано, что вот этот небольшой горшок 1,2 литра. Так как этот горшок все-таки великоват для этого растения, я вниз положу буквально сантиметр более крупной фракции коры. Ну, вот так немножко. Теперь корни должны доставать до самого дна.
еще чуть-чуть положу, а то ничего, не глубоко будет посадка. Вот так корни должны быть на самом дне. Засыпаю грунт. Сейчас все засыплю и расскажу, что важно именно в посадке. Вот так я посадила, но это не окончательная посадка, потому что мне сначала нужно внести в него удобрение, а потом я до конца сделаю посадку. Пафики в природе растут и в расщелинах скал, там, где скапливаются листья, какие-то мелкие частицы земли, коры, веточек. И вот это все является перегноем, и поэтому они такие прожорливые. Вот наша кора, которая обработана, выварена, в ней нет никаких микроэлементов. Вот что я сейчас положила сюда, то, что может служить для него питанием, это только циафлора, в которой есть какие-то микроэлементы. Поэтому пафы, они готовы есть удобрения всегда. У меня есть такой осмокот. На данный момент я буквально несколько, ну вот давайте вот такое количество горошинок, чтобы у него было постоянное удобрение, насыплю в горшочек. Но это на данный момент, потому что другого, которое я могла бы положить в горшок, у меня нет. А пафики очень любят натуральное удобрение. И самым лучшим удобрением для них является конский навоз. Я всего один раз видела в продаже у нас конский навоз, потому что невозможно прийти в гости к лошади и набрать именно этого удобрения, должна пройти ферментация. И в магазинах, конечно, продают уже навоз после ферментации. Если я увижу, я обязательно его куплю. Его прямо сверху можно положить, и тогда для пафика питание будет идеальным. Но на данный момент нет, поэтому использую осмокот. Но я не закончила посадку. Обязательно должен быть посажен так, чтобы вот эта часть была в глубине. Эта часть оттуда, откуда начинают прорастать корни. Можно положить еще коры. Но на данный момент я хочу положить еще 2 ложки циафлоры, прямо подсыпать к этим основаниям, потому что циафлора дает микроэлементы и питание. Вот так прямо засыпать, хорошенечко засыпать. И потом она очень влагоемкая. А так как вот в этих расщелинках, во всех они растут, даже могут расти в земле, не любят яркого освещения, любят очень большую влажность. Вот циафлора будет здесь как раз к месту. Вот я это все засыпала. Как я теперь буду его поливать? Абсолютно в сухой грунт мы его посадили, поэтому поливать нужно сразу. Беру теплую воду. Кора на данный момент, она совершенно сухая, не влагоемкая, поэтому поливаю его сразу. Аккуратно заливаю. Попала циафлора и на листик. Конечно, с листа надо эту циафлору убрать. И полить. Мне нужно, чтобы кора сейчас сильно напиталась водой.
оставлю на целый час, чтобы вода и кора, они соединились. Потому что сейчас основную часть воды кора впитает, а это для них очень важно. Они очень любят влажный субстрат. Через час я солю эту воду. А в остальном полив я буду делать так. Каждый день для того, чтобы он начал расти корни, я буду каждый день подходить и верхний слой обязательно опрыскивать водой. Но пока у меня нет такого удобрения, которого бы я хотела. Пафиопедилумы можно поливать удобрением с гуматами. Ну, в принципе, конский навоз тоже является гуматом. И, конечно, у нас есть такие удобрения в продаже, у меня они есть, и я ими пользуюсь, опять же, для бульбовых орхидей всегда. И бульбовые орхидеям это очень нравится. Как, впрочем, это не бульбовая орхидея, это травянистое растение, но ему это будет тоже очень нравиться. У меня таких два удобрения. Ну, одно Бонафорте вы знаете, и на нем написано, что они с гуматами. Впрочем, и на этом написано, что они с гуматами. Удобрения такие темного-темного цвета. И пафики можно поливать с каждым поливом, вносить вот такие жидкие удобрения. Потому что если я положу сверху навоз, то, естественно, это будет происходить при каждом поливе. И они очень хорошо откликаются на удобрения. Им они просто жизненно необходимы. Будем надеяться, что он начнет расти. До цветения пока будет очень долго, потому что всего 3 розеточки, причем 2 из них цвели. Так, 2 цвели. Так, что-то я запуталась. 2... Ой, извините. 4 розеточки. Причем 2 из них цвели. Вот, цветоносики остались, я их срезала. А 2 нарастили новенькие. Вот эта розетка хорошо растет, это чуть слабее, но потому что она корнями не достает до грунта. Будем надеяться, что они сейчас начнут активный свой рост. И, может быть, мы увидим их цветение. Но хотелось бы, чтобы они еще розеточек выпустили новых. И потом посмотреть обильное цветение Мауди. Вот такая посадка. Понаблюдаем и за венериным башмачком. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Куся, это Лаки. Это девочка. Единственная. Плейлист есть. А вот и Юля пришел в промежутке между съемкой. Юлечка. Юля. Ну, прям рыжая орхидея.